Всем привет! Сегодня хочу поделиться с вами массой из шпаклевки. Она подходит как для заполнения молдов, а также для лепки. Нам понадобится 5 столовых ложек шпаклевки. У меня фасадная полимерная. Добавляю 2 столовые ложки муки. И все тщательно перемешиваем, чтобы мука и шпаклевка соединились. И далее добавляем клей ПВА. У меня универсал. Очень густой клей, первый раз таким пользуюсь. Добавлять буду немного. Если у вас жидкий клей, для начала добавьте 2 столовые ложки. Для такого объема количества муки и шпаклевки, я думаю, будет этого достаточно. И смешиваем всю нашу сухую смесь с клеем ПВА. Масса должна получиться очень густая. Добавляю 1 чайную ложку кондиционера для белья. И 1 чайную ложку аптечного вазелина. Все хорошо перемешали, и далее я закрываю пищевой пленкой на 10-15 минут, оставляю, чтобы мука и шпаклевка набухли. И по истечению этого времени заметно масса изменилась, она более стала такая тягучая. Еще раз все перемешали, и буду добавлять шпаклевку по 1-2 ложки. Шпаклевку добавляйте постепенно и тщательно перемешивая ее. Шпаклевку насыпаю на стол и буду далее замешивать руками. Руки предварительно смазав вазелиновым маслом. Вымешиваем массу в шпаклевке, пока она не станет достаточно плотной, как тугое тесто. И после того, как масса готова, положите ее в пакет и дайте отлежаться 10-15 минут.
Прошло 15 минут, и наша масса полностью готова, можно ее применять. Сейчас покажу, как с ней очень легко работать. Молды я припудриваю крахмалом. Можно шпаклевкой также припудрить, но у шпаклевки более крупная структура, и она не очень подходит. Растительным маслом смазывать или вазелином. Также эта масса, она как разжижается. Крахмал самый подходящий вариант. Как видите, масса легко заполняется в молды и также легко раскатывается. Легко вынимается и не рвется. Массу убираю в пакет, оставляя при комнатной температуре, а отливки оставляю до полного высыхания. Сушу я их обычно на бумажной салфетке в теплом месте возле батареи. Прошло 10 часов, отливки полностью высохли. Усадку эта масса не дает, и отливки крепкие. Это слепила листочек. Также крепкий он не ломается, но при желании, конечно, можно сломать. Простой вариант массы, клеповая шпаклевка, работать можно в течение 2 часов. А на следующий день она уже становится как камень. А эта масса остается такой же эластичной, к рукам не липнет. Руки остаются чистыми. И экспериментируя с массами, решила добавить кондиционер. Заметила, что срок службы массы гораздо дольше. И также в эту, добавив кондиционер для белья и вазелин, с этой массой можно работать в течение 3 недель, храня ее в пакете без доступа воздуха при комнатной температуре. И сейчас покажу ее в работе на следующий день. Качество массы не изменилось. И также легко заполняются молды. И на примере этого молда хочу показать, что можно легко срезать излишки. И далее покажу, как они окрашиваются. У меня в белую акриловую краску добавлен колер. Она у меня густая и достаточно будет одного раза покраски.
Ну и как видите, прокрашивается очень хорошо. Краска ложится ровно. И также хочу ответить на вопрос по поводу гибких отливок. Вот у меня уже прошло немаленькое количество времени. Они остались такие же гибкие, не хрупкие и не ломаются. Ссылку на видео я оставлю вверху экрана, а вопрос был такой: как ведут себя эти отливки в покраске. Сейчас их тоже будем окрашивать, используя эту же краску. Это герметик со шпаклевкой. Все прокрашивается с одного раза. А это просто из герметика. Ну и как видите, краска и в первом, и во втором варианте ложится хорошо. Это также герметик. И был вопрос по поводу их липкости. Они не липнут, их можно хранить, складывая друг на друга. В течение ни одного месяца свойства эти отливки не теряют. Я думаю, ответила на все вопросы касательно гибких отливок. И мой рецепт массы из шпаклевки, не требующей термической обработки, а также прост в приготовлении, надеюсь, вам пригодится, и вы возьмете себе его на заметку. А если видео понравилось и было полезным, ставьте лайк, пишите ваши комментарии и не забывайте подписаться на канал. Всем отличного настроения и до новых встреч! Всем пока!